Всем доброго времени суток. Сегодня у нас с вами обзор нового события. В этой игре оно впервые встречается, в других играх FunPlus оно есть по другим названиям, но механика та же самая, то есть событие на актив вашего союза. Вы должны выполнять миссии, все очки суммируются, и вы соревнуетесь с союзами 3 других серверов. Видимо, в третьем сезоне вы будете соревноваться вообще с 6 серверами. Давайте мы сейчас с вами выполним миссию, и я расскажу. Смотрите, обращайте внимание на класс, на редкость миссии. Синий мы никогда не выполняем. Вот это нужно запомнить. Синего цвета. Мы выполняем либо фиолетовые, как эпические, либо, как у меня, легендарные, золотые. Легендарные, как правило, на покупку изумрудов, на покупку наборов. И мы сейчас рассмотрим с вами, есть ли еще какие-то легендарные задания, кроме покупки наборов. Сейчас давайте это выполним, и я расскажу далее. Итак, ребят, мы с вами выполнили задание, соответственно, купили 2000 изумрудов, и сейчас я вам покажу, что нужно дальше делать. Значит, вы нажимаете «Сдать», все, миссия выполнена, получено такое-то количество очков. Далее у вас разблокируется ваша шкала, вот она, личные награды. К сожалению, пока нельзя забирать одним нажатием, в других играх это можно делать, то есть просто один раз нажать и все награды сразу же получить. Награды Союза вы получаете сразу же. Это общая сумма очков всех участников Союза, всех тех, кто выполняет эти задания. Далее, смотрите, здесь нужно будет покупать попытки. Первая, наверное, бесплатно. Или это вот как-то странно, смотрите, здесь стоимость покупки не указана. То есть давайте посмотрим, у нас 10 600 алмазов. Покупаю раз, что... 10 500, в общем, получается 100 она стоит. Их нужно покупать, но там стоимость увеличивается. То есть здесь непонятно пока. Им нужно будет прописать, сколько стоит одна попытка. Потому что, видите, вы покупаете, не понимая, сколько там она стоит. В другой игре можно покупать, если не ошибаюсь, 11 или 12 раз. В конце уже стоит очень дорого, 2000 изумрудов одна попытка. Еще раз, это событие называется Alliance Crunch, если по-английски, то есть шибка альянсов по-русски. Здесь называется союзная шумиха. Вот, в общем, нужно проходить вот такие вот эксклюзивные задания. Вот, например, очень, нормальное такое задание. Давайте посмотрим с вами. Во-первых, еще, кстати, здесь здорово, что вот на трату изумрудов есть задание. Их тоже можно выполнять. Далее, вот это очень хорошее задание на раковины, видите? Эти как раз-таки легендарное задание. Вот такие нужно искать. Соответственно, R4 тоже вот неплохо для бесплатных заданий взносов, видите? Изумруды. Вот. Неплохо, но нужно много потратить, 3000. Если было бы на что тратить. Далее, смотрите. Так, наборы, содержащие в сложности, в принципе, неплохо. Так, можно вот это использовать, раз нет других. 1200. Какой совет главный? Здесь нужно обновлять ненужные задания на сбор. Вот это вот, например. Это все обновляется. Но проблема в том, что здесь обновление идет 15 минут, а эксклюзивный вообще 3 часа. Обратите внимание, 3 часа. У нас все это 5 минут в других играх. Здесь это 3 часа и 15 минут. Очень долго ждать. Также вы должны разослать сообщения Союза с рекомендациями, чтобы люди все выполняли задания. То есть у вас должно быть так, что постоянно идет обновление, чтобы они не висели за людьми. Видите, здесь люди взяли и, соответственно, эти задания могут сутки они выполнять очень долго. То есть нужно выполнять те задания, которые вы можете очень быстро выполнить и получить очки. Вот еще какая рекомендация. Что является еще новым в этой игре конкретно? Сейчас я посмотрю, появились какие-то новые здесь задания интересные. В общем, видите, нужно будет донести до людей, чтобы они постоянно выполняли задания и, соответственно, синие вообще не убрали. Вот это вот мы сразу обновляем, чтобы R4 постоянно следили за обновлением заданий. Очень долго люди понимали вообще, осознавали, как нужно играть в это событие, основываясь на опыте в другие игры мои. То есть мы очень долго доносили до всех участников Союза, что здесь нужно делать вообще. И видите, опять та же самая проблема, то есть мы занимаем топ-3, нужно будет сейчас объяснять. Здесь есть рейтинг соло. К сожалению, видите, рейтинг среди всех союзов. Но я сейчас посмотрю, что можно будет сделать. То есть они здесь чисто на донате, то есть на покупке наборов. За рейтинг здесь дается всего лишь 3 ракушки, так что, в принципе, разница небольшая, только вот в 6 часах ускорений. За рейтинг Союза то же самое. Здесь у нас вообще ракушек нет, просто опыт дается и немножечко ускорение. То есть награды, за третье место, за первое, видите, разницы практически нет. Странно опять, не продумано, не мотивирует. Далее, что является новым, это вот этот вот пропуск. То есть, во-первых, такого пропуска нигде нет до сих пор, ни в одной игре FunPlus. Здесь же он есть, и они еще добавили возможность подарить этот пропуск другим участникам Союза. То есть это вообще новая информация, новое вообще приложение к этому событию.
Конечно, если смотреть вот за $10, это очень выгодно. Смотрите, у вас есть 10 частей, 10 фрагментов, 6 ракушек, 60 часов ускорения. То есть очень, очень круто. Главное, чтобы все были активны и чтобы все выполнили вот это вот 300 тысяч очков набрали. Я думаю, мы справимся за 6 дней. И вот видите, личные очки, чтобы получить эти награды, вы должны набрать 15 тысяч очков. Итак, вы должны выполнять все миссии, вы должны обновлять, чтобы здесь не висели они. Постоянно здесь должно быть обновление находиться. Вот, например, раз обновляем. Ваши участники союза должны выполнять не синие задания, как сейчас мы видим, а эпические, вот эти вот фиолетовые. И то не все фиолетовые, а определенного типа. Нужно это донести, самое главное. Вот еще обновляем. Желательно выполнять именно легендарные. А вот, все, у нас есть лимит покупки попыток. То есть здесь, получается, нельзя покупать 15 попыток. Только можно покупать... Мы с вами купили 3 раза, если не ошибаюсь. Вот тоже нововведение. То есть вы не будете тратить свои изумруды на это. Потому что в другой игре последняя попытка стоит вообще 2000 изумрудов. Вот, а здесь всего лишь по 100. 100, 100, 100, и вы потратили всего лишь 300 изумрудов. Главное это делать ежедневно. Самое ценное задание это именно... которая пополнить на, пока что из того, что я видел, пополнить на 2000 изумрудов. Вот, то есть самое ценное задание, если вот вы посмотрим, да, общей сложности 500 изумрудов, 1200 очков, вот, я поймал его с бонусом. Вот эти вот 2 задания, они являются эксклюзивными, то есть к очкам добавляется бонус, вот, и, соответственно, есть даже вот такое задание, то есть купи набор, содержащий в сложности 100 изумрудов. Ну, мы оставляем только вот такие легендарные, лучше 1200, пусть там другие люди выполнят. Самое главное поймать вот эти вот раковины, было бы здорово. Поэтому вы копите ракушки, не тратьте их, копите именно на это событие, и здесь вот выполняете и ловите эти задания с ракушками. Далее обратите внимание, что здесь у заданий всего лишь 10 часов на выполнение. В других играх здесь 24 часа, в этой игре 10 часов. Так, ребят, вот эти вот задания на сбор мы обновляем. На поручение можно оставлять, в принципе, потому что оно быстро выполняется. Но опять же, здесь я не вижу, чтобы активно люди следили за этим событием. Когда мы донесем до всех важности выполнения, будем оставлять. Сейчас пока что мы это все будем обновлять. Вот еще мусорные взносы и сбор. Постоянно мусорное падает. Ну, вообще считается самым лучшим заданием всегда это на призыв героев. То есть мы должны ловить эти ракушки. Я так понял, они здесь могут быть и эпические, например, там 1 раз призвать, 5 раз призвать, и легендарные 10 раз призвать. Я тут набросал правила, которые я сейчас отправлю по почте Союза. Значит, называется «Шумиха Союза», Gangs Racket по-английски. Выбираем то задание, которое мы можем выполнить максимум за 1 час. Не выбираем синие задания, только фиолетовые или золотые. R4 должны постоянно обновлять задания. Задание обновляется раз в 15 минут, появляется новое задание. Лучше всего выбирать личные эксклюзивные задания. Это первые 2 задания в таблице. Обновляются они раз в 3 часа, и ежедневно нужно покупать попытки. Здесь, благо, они стоят дешево, всего лишь 100 изумрудов. Еще раз, эксклюзивные задания, это вот эти вот 2, вот первый и второй, видите, 3 часа. Не выполняем задания, связанные с добычей, это потому что, как правило, долго и мало очков дается. Это нужно выполнять очень быстро, человек не может одно, видите, он взял и, соответственно, не выполняет. В других играх мы кикали тех, выгоняли из альянса, тех, кто вот никак не мог по правилам в это событие играть. Пока что все, здесь нечего, сейчас ждем. В общем, постоянно нужно следить и обновлять. Сейчас я это отправлю в почту Союза. Пока что, видите, у меня всего лишь на 3 заданиях, я уже сразу же в топ-2 залетел. Соответственно, вот такие задания нужно выполнять. Для тех, кто не донатит, вот, видите, 800 за 5 ракушек. За использование 5 ракушек и 1200 за 10. То есть, конечно, у вас попыток ограниченное количество, поэтому, чтобы больше очков получить, нужно гнаться именно за золотыми. Вот эти вот мы всегда выполняем только с ферм. Но я оставлю сейчас... Такое нужно постоянно в чате писать, значит, о том, что вот появилось задание на ракушки. Я подожду, у меня есть 3 попытки, и посмотрим, что у меня выпадет вот здесь вот. Обобщил я все, что я сказал, то есть выбираем задания, которые можем выполнить максимум за час, не выбираем синие задания, только фиолетовые, золотые, R4 постоянно обновляют задания, далее берем личные эксклюзивные задания, первые 2 штуки. Раз в 3 часа их также мы обновляем, соответственно, если какое-то там задание, которое вы не можете выполнить, вы нажимаете «Обновить». Это правый верхний угол и, соответственно, обновляете. И покупаете ежедневно попытки. Если вы взяли задание, то вы с ним не сидите, а сразу же его выполняете. На английском тоже, то есть выбираем задание, которое можем пройти за максимум за 1 час, не убираем синие задания, только фиолетовые и золотые. R4 постоянно должны обновлять задания. Лучше всего брать
личные эксклюзивные задания, то есть личные, получается, что только вы можете их выполнить, участники Союза их не видят. 3 часа здесь они обновляются, в других играх обновляются также 5 минут. Здесь, видите, как 3 часа сделали. И покупаем постоянно попытки. 3, вроде бы 3. Ну, вот здесь вы увидите, то есть вам будет сказано, что вы исчерпали дневной лимит. Вот, по-моему, 3, видите. Здорово, что дешево они здесь стоят, главное постоянно их покупать. Вот, да, подытожим, значит, это очень выгодно, покупаете за $10, вы получите огромную ценность, здесь так много всего, то есть это, знаете, must have, вот самый первый набор, самый лучший, если вот в магазине, такого вы никогда не найдете за $10, у вас и полно изумрудов, и золотые ракушки, там 6 штук, и обычные ракушки, и полно ускорений, и опыт героев, то есть это замечательно сделали, здорово. И вот, выполняя все рекомендации, вы будете спокойненько здесь занимать топ среди всех игроков, пока что никто здесь в этом не разобрался, в этом событии. Сейчас я вот выложу видео, и уже, соответственно, на следующем событии уже люди там отправят своим знакомым, и, соответственно, будут уже выполнять. Вот видите, мы сейчас даже обогнали вот этот вот сильный союз 32-го сервера. Потому что они еще не просекли, как здесь играть в это событие, я-то знаю. И я всегда занимал топ-1 раньше во всех, вот в Mystic Continent, в Stormshot, еще в другой стратегии, которая похожа на эту. Там, это событие, оно везде есть, и оно показывает вообще актив вашего союза. Вот здесь можно выбрать рейтинг. Кстати, по поводу личного рейтинга, вот, здесь, к сожалению, нельзя посмотреть, я не смог найти рейтинг внутри союза, почему-то только рейтинг общесерверный. То есть здесь должен быть еще, как это еще здесь в этом событии, то есть у вас еще должны быть награды союза, здесь я их не вижу. Я вижу только 2 типа наград, это за рейтинг соло среди всех союзов и за рейтинг союза среди всех союзов. А должны быть еще награды вот в этом событии за внутри союза, вот, для мотивации внутри союза. Вот этого здесь нет. Это вот косяк, единственный минус, почему их здесь нет. То есть в других играх это есть везде, а здесь они взяли и только 2 типа наград оставили. Это нужно доработать разработчикам. Нужно это как бы обновить, чтобы было честно, как в других играх делали. Ничего страшного, там, понятно, награда будет хуже, но они будут бесплатные. И у нас там вот всякие ускорения, всякие ништяки, там ракушки дают в других играх, ну, материал для призыва героев, а здесь этого пока что нет. Вот, единственное пожелание, нужно донести это до разработчиков, чтобы они добавили награды. Кстати, еще, знаете, за рейтинг внутри Союза дают даже рамки. Вот, то есть здесь пока этого нет, но рамка, которая, облик, которая ничего, вот это вот дают. То есть за топ-1 в Союзе, вот они должны тоже здесь такое придумать, чтобы вот и менять, и эти рамочки постоянно менять. Было бы здорово. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, вот следуйте рекомендациям, постоянно здесь обновляйте. Да, придется с этим событием здесь сидеть подольше, то есть вот следить. Смотрите, вот неплохо, например, золотая ракушка, я даже сфотографирую, покажу, какие задания нужно выполнять. 2 ракушки, золотые 800 очков, хорошо. Я просто жду пока эксклюзивно, я никуда не спешу. И, кстати, еще совет такой, ваши R4 должны писать в чат Союза, соответственно, о хороших заданиях. Соответственно, ребят, давайте подытожим, все-таки какие задания выполнять. Во-первых, это покупка наборов. Вот этот человек не донатит, он почему-то его взял, наверное, потому что оно золотое. Опять эта ерунда начинается. Далее, вот это хорошее, видите, сделать взнос в союз 40 раз, сразу вам 1200 очков дают. Далее, какое еще хорошее? Траты изумрудов, то есть у вас, например, накопилось 3000 изумрудов, вы можете потратить там на ускорение, тоже вот когда событие идет, да, на использование ускорения, вы просто эти изумруды вливаете туда, или вы очки, например, получаете 1200 очков. Золотые ракушки. Значит, вот это задание, 2 золотые ракушки, 800 очков, соответственно, там оно будет разделяться тоже на легендарное, я не знаю, сколько сейчас там этих ракушек, но вот такое ловите. И, соответственно, на обычные ракушки то же самое, вы ловите, вы поняли, да, то есть обычно ракушка, она как белая, а здесь это желтая, это золотая. Вот эти самые главные задания, которые будут приносить больше всего очков вашему союзу. Также, я полагаю, здесь еще будут задания, должны быть на ускорители, тоже золотые выбираем и тратим ускорение во время события, соответственно, на их трату. Это будет потом наложение, когда у вас будет союзная шумиха и события на использование ускорения, вы будете вот гнаться за задание, соответственно, вы 2 зайцев убьете, вы и очки получите за это задание, за легендарное на трату ускорений, там будет, получается, вот так, как здесь, ускорение лаборатории, то есть астрономического кабинета, и ускорение строительства, 2 типа заданий. И вот это вот выбираем, вот. То есть это самое быстрое выполнимое задание. Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, пишите их также в нашем телеграм-чате, RiPS33, ссылка в описании видео. Всем пока, увидимся!